Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Итак, сегодня хочу вам рассказать про культурный шок, который я испытала, когда ездила в Китай. В одном из предыдущих видео я обещала поделиться с вами своими впечатлениями и тем, что меня удивило или что мне показалось необычным в этой поездке. Если вы не видели мои влоги из Китая, у меня их выходило несколько, можете посмотреть их по ссылкам внизу. Активируйте субтитры, если они вам нужны, а мы начинаем. И первое, с чего мне хотелось бы начать, это еда. Потому что с едой сталкивается любой турист, который посещает какую-либо страну. Итак, еда мне показалась очень необычной, с тем учетом, что это была моя первая поездка в Азию, и я в целом не фанат азиатской кухни, хотя, возможно, я ее просто не распробовала в той мере, чтобы как-то к ней проникнуться, но, тем не менее, не могу сказать, что я люблю азиатскую кухню, и поэтому я не ожидала от нее ничего такого, без чего не смогла бы потом жить. И, в общем-то, так оно и получилось. Я не ела чего-то такого запоминающегося, что мне хотелось бы съесть снова. Безусловно, были вкусные блюда, которые мне понравились, но в большинстве своем впечатления от еды у меня остались очень противоречивые. Опять же, делаем поправку на то, что я была только в Пекине, это не весь Китай, и я там провела не так много времени, чтобы составить какое-то объективное мнение. Поэтому то, что я говорю, это исключительно мой недельный опыт и впечатления, которые я там получила. А теперь хотелось бы затронуть несколько аспектов еды по отдельности. И первое – это острые блюда, а вернее то, насколько они острые для нас. Как-то раз мы заказывали какую-то лапшу, в нашем понимании это суп, но называлась это лапша, то есть лапша в супе. И когда мы ее заказывали, нам сотрудник сказал, что вот эта лапша, она чуть-чуть острая. Мы переспросили, точно ли она чуть-чуть острая или она очень острая. Он сказал, нет, она чуть-чуть острая, можете брать, если вы, в принципе, любите острое. Ну, мы так и сделали, взяли эту лапшу. В итоге она оказалась до невозможности острая. И мы, конечно, съели этот суп, но для нас это было очень остро, это было невероятно остро. И вот то, что для китайцев чуть-чуть остро, для нас остро настолько, что это практически невозможно есть. И когда мы поняли, что если нас предупреждают о том, что блюдо чуть-чуть острое, это значит, что оно очень острое, мы отказывались от таких блюд, потому что уже понимали, что чуть-чуть острое, оно в соответствии с китайскими привычками, вернее, с привычками китайцев. А для нас это будет чересчур остро. Мы в своей повседневной жизни не едим настолько острую еду, и наши рецепторы ее воспринимают совсем по-другому. Поэтому это были забавные моменты, когда нам говорили о том, что блюдо чуть-чуть острое. Еще как-то раз мы хотели очень сильно съесть тарелку супа, потому что было холодно, мы промокли, и нам хотелось чего-то горячего. И когда мы зашли в одно заведение и попросили суп, у них был только один вид супа, мы, естественно, не поняли, что это за вид супа, и согласились на него. И это, надо сказать, была самая невкусная вещь, которую я ела в своей жизни. Я не знаю, что там было внутри. Сам бульон был вкусный, бульон мне очень понравился. Но то, что там было внутри, это было похоже на мякиш хлеба без соли. То есть оно не давало никакого вкуса, но при этом его надо было жевать. И, что еще интересно, суп мы, получается, ели 2 раза, вот этот невкусный и тот вкусный, который лапша по-китайски и очень острый. Но в обоих случаях это нужно было есть палочками.
То есть к бульону была ложка, а чтобы есть содержимое вот этого супа, нужно было пользоваться палочками. Вилок там не было. И, в принципе, это понятно и неудивительно, что в Китае едят палочками. Но конкретно, когда это касалось супа, это было очень сложно, потому что все, что там плавало, надо было достать палочками, в том числе лапшу. И это было не очень удобно, очень хотелось попросить вилку, но мы этого делать не стали. Следующее – это кипяток, который подают к еде. Сначала мы не поняли, что это значит, почему практически везде, в каждом заведении, куда бы мы ни заходили поесть, нам ставили стаканчик кипяченой воды. Или там стоял чайник, к которому можно было подойти и налить себе стаканчик кипяченой воды. Потом мы выяснили, что это старая китайская традиция, которая позволяет сохранить баланс инь-ян и улучшить пищеварение. Поэтому практически везде, где можно покушать, можно найти также стакан горячей кипяченой воды. Это было довольно-таки странно. Следующее – это сладости, если это можно назвать сладостями. Мы покупали разные печеньки, конфетки в надежде на то, что нам удастся полакомиться чем-нибудь вкусненьким. То, что у нас это не получится, мы поняли в первый же день. Поскольку на улице было достаточно прохладно, вернее, не столько прохладно, сколько мокро, потому что все первые дни, которые мы там были, шел дождь. И в первый день мы очень намокли и хотели прийти домой и выпить чаю горячего с печеньками или с конфетками. В итоге мы взяли кучу разных печенек и пошли искать чай. И это было, кстати, еще одно разочарование. Мы не смогли найти чай. Даже это было не столько разочарование, сколько глубокое удивление, потому что нам казалось, что в Китае чай будет на каждом углу. Но мы заходили буквально в каждый магазин, который нам попадался по пути, и нигде не было чая, ни пакетированного, ни листового. Мы вконец отчаялись, пошли домой и решили, что будем есть свои вкусные печеньки с обычным кипятком. На тот момент мы еще не знали, что китайцы пьют кипяток, когда едят. И вот мы пришли домой в смысле в отель, поставили чайник, чтобы вскипятить себе воду, достали эти вкусные печеньки, попробовали их, и каждый вид этих печенек оказался не сладким. Мы не поняли, что это было. Это имело текстуру печенья, но это было не сладкое печенье, это было невкусное печенье. Опять же, в соответствии с нашими рецепторами мы не привыкли к тому, что печенье может быть таким. Был только один вид более-менее вкусного печенья, но на печенье это было не похоже, это было больше похоже на хлеб с семечками. Просто у него была текстура печенья, то есть оно было такое плотное, потому что это печенье. Но на вкус это очень напоминало обычный хлеб с семечками, и оно тоже было не сладкое. И вот мы давились этими печеньками, запивали обычным кипятком, потому что мы не нашли чаю, и нам было немножко грустно, потому что не так мы хотели закончить свой первый день, первый вечер в Пекине, но куда деваться. И потом мы, кстати, покупали конфеты, уже не печенье, потому что мы уже были научены тем, что печенье не стоит покупать, не стоит рассчитывать на то, что оно сладкое. Мы покупали конфеты, причем много разных видов конфет, домой, уже когда возвращались домой. И все эти конфеты, как вы можете догадаться, были не сладкими. И это тоже было очень странно. Одна из конфет, которая мне попалась в этом разнообразии, по вкусу была как мел, обычный мел, который несъедобный, который не едят, которым пишут по доске в школе. Это было ужасно. Был, кстати, другой вид таких же конфеток, которые напоминали по вкусу мел, но под конец у них появлялся легкий ореховый привкус. В общем,
Очевидно, что у нас разные понятия, разные представления с китайцами о сладостях, и, возможно, они не употребляют столько сахара, сколько употребляем мы. А возможно, мы покупали не в тех местах, и просто так совпало, что все то сладкое, что предполагалось быть сладким, оно было не сладким. Но мне все-таки кажется, что китайцы и вправду едят не так много сахара, как мы. Дальше. Про еду закончили. Следующий забавный момент – это то, что нас очень часто и многие рассматривали очень пристально. Кто-то это делал очень осторожно, как-то пытался сделать незаметно. Кто-то не стеснялся и смотрел вот как-то так. И в первый раз, когда мы это заметили, мы сошлись на том, что нам, наверное, показалось, либо это просто такой человек, ведь везде бывают такие люди, которые очень любят порассматривать других бесцеремонно или церемонно. В общем, потом мы стали обращать на это внимание и поняли, что нам не показалось, что мы действительно вызываем какой-то неподдельный интерес у китайцев. И единственное, что пришло нам в голову, почему так может быть, мы предположили, что там просто не так много неазиатских туристов, поэтому им интересно, когда они видят человека из другой культуры, им просто хочется порассматривать просто из чистого любопытства. Как нам показалось, это было самое логичное обоснование этому, но, возможно, причина в другом. Я не знаю, может быть, кто-то из вас знает, если знаете, напишите в комментариях. А может быть, меня смотрит кто-то из Китая, и в таком случае было бы интересно узнать от первого лица, в чем причина, что многие люди рассматривают других людей. Ведь смотреть на самом деле могли не только на нас, просто мы по понятным причинам не могли заметить, если кто-то смотрел на кого-то, а мы обращали внимание только если смотрели на нас, поэтому и сделали такие выводы. А может быть, китайцы в общем очень любопытные и даже друг на друга постоянно смотрят и рассматривают. В общем, это показалось забавным, причем был даже такой случай, когда мы выходили из какого-то кафе, и так получилось, что я вышла первая, а моя подруга еще одевалась, и она пошла за мной. И вот я уже стояла на улице и смотрела, как она одевается, а напротив нас сидели люди, и там была пожилая женщина и еще какие-то люди. И вот эта пожилая женщина во время того, как мы ели, за нами частенько наблюдала. И как только моя подруга оделась и повернулась к ней задом и направилась к выходу, эта бабулечка очень быстро развернулась за ней и смотрела вслед до тех пор, пока она не вышла. И это было очень смешно, потому что я наблюдала эту картину со стороны, и мне стало очень интересно, что же ее так заинтересовало, что она вот с таким энтузиазмом повернулась и потом еще очень долго смотрела ей вслед. Вот, такая интересная особенность. Следующее. Если вы думаете, что со знанием английского вам будет очень просто в Китае, забудьте об этом. Практически никто в Китае не говорит на английском. Естественно, когда я говорю практически никто, я не имею в виду, что на весь Китай всего 2 человека говорят по-английски. Просто даже в туристических местах, если вы захотите что-то у кого-то спросить, вы вряд ли получите ответ на английском. Но, несмотря на это, практически все очень умело пользуются переводчиками. И если вам что-то нужно будет спросить или сказать, человек достанет переводчик, и вы сможете общаться с помощью переводчика. Переводчиками пользуются даже пожилые люди, то есть это очень распространено, как нам показалось. И за счет этого проблемы в отсутствии знания китайского языка в целом нет. И сюда еще один забавный момент. Много где с нами начинали говорить на китайском. До тех пор, пока мы не давали понять, что мы по-китайски не говорим. И это тоже было смешно, потому что мы, очевидно, не носители китайского,
А за пределами Китая, ну, многие, конечно, учат китайский, но вы же никак это не поймете, просто взглянув на человека. Поэтому это всегда было забавно, когда с нами кто-то очень уверенно начинал говорить на китайском, а потом, когда мы давали понять, что, извините, мы по-китайски не говорим, они доставали переводчик и уже общались с нами с помощью переводчика. Однажды мы даже увидели, это было на вокзале, когда мы покупали билет, у сотрудника, который нам продавал билет, было специальное устройство, то есть он пользовался не с телефона переводчиком, а было именно устройство. Оно выглядело с одной стороны как старый кнопочный телефон, а с другой стороны был такой экранчик, на котором высвечивался перевод. И это было очень полезное устройство, и странно, что мы его вообще увидели впервые в своей жизни. А может быть, не странно, потому что сейчас у всех есть телефоны, в телефонах есть переводчики, и люди просто не нуждаются в дополнительных носителях. Но это было прикольно. Дальше способы оплаты. В Китае есть свои национальные способы оплаты. Это платежная система Alipay и WeChat. Мы пользовались только Alipay. В WeChat у нас потребности не было. Мы не пробовали ни оплачивать наличными, ни банковскими картами, потому что мы заранее скачали себе Alipay, зарегистрировались там, добавили туда банковскую карту и везде платили с помощью этой платежной системы. Это было очень удобно. Зарегистрироваться там несложно. Нужно пройти верификацию, загрузить свои паспортные данные, показать лицо. В общем, там по шагам все очень доступно и понятно. И туда же можно сразу добавить банковскую карту и потом либо с помощью штрих-кода, либо с помощью QR-кода оплачивать товары и услуги. В приложении Alipay есть еще куча мини-приложений. Например, заказать такси, заказать еду, воспользоваться переводчиком. Прямо в приложении Alipay встроен переводчик. Туда же, если я не ошибаюсь, встроены карты, онлайн-карты. Там же мы смогли оформить себе электронные сим-карты, которые, к слову, оказались очень дешевыми. Мы на двоих за неделю потратили примерно 5-7 долларов. И у нас был фактически безлимитный интернет. Ну, он не был безлимитным, там давалось какое-то определенное количество гигабайт, но поскольку мы не сидели постоянно в телефонах и не пользовались ими постоянно, нам этого хватало с головой, у нас еще куча гигабайт оставалось, поэтому можно сказать, что он был безлимитным. И вот представьте, на целую неделю, на двоих, 5-7 долларов мы потратили на интернет. При этом мы всегда были на связи и ни о чем не переживали. И это тоже мы сделали через Alipay. Поэтому это очень удобное приложение, и я очень советую его скачать до поездки в Китай, чтобы заранее совсем разобраться и на месте уже ни о чем не переживать и спокойно расплачиваться. Что касается WeChat, мы не пробовали там регистрироваться, потому что там, как я поняла, регистрация немножко сложнее из-за того, что нужно подтверждение от зарегистрированного в WeChat китайца. Это, в принципе, несложно сделать, можно попросить сотрудника на ресепшене, чтобы он помог вам. Но мы не стали это делать, потому что у нас просто не было в этом необходимости. А единственное, когда нам понадобился WeChat, мы хотели попасть на площадь Тяньаньмэнь, и чтобы туда попасть, нужно было зарегистрироваться через WeChat. Это бесплатная регистрация, но нужно было сделать это через WeChat. Мы в итоге так его и не скачали, так и не зарегистрировались в нем, но на площадь Тяньаньмэнь попали каким-то чудесным образом. То есть для каких-то экскурсий, может быть, для чего-то еще он и понадобится. Ну, я не думаю, что будет проблема в нем зарегистрироваться. Но если мы говорим исключительно о способе оплаты, то Alipay хватает с головой. Следующее – это проверка паспортов. Столько раз я свой паспорт из сумочки не доставала, наверное, никогда. Очень много где стоит полиция, и на вот этих пунктах, где они стоят, просят показать паспорт. То есть фактически нет смысла выходить из отеля без паспорта. Для меня это очень странно, потому что здесь дома я
почти никогда не беру с собой паспорт, если куда-то еду. Если я еду куда-то, где я точно знаю, что мне паспорт понадобится, я его, конечно, с собой беру. Но я никогда не думаю о том, что мне нельзя выйти из дома, не взяв с собой паспорт. В Китае это было бы невозможно, потому что как минимум раз 5 в день мы доставали паспорт и показывали его, чтобы его у нас проверили. Это было странно, с одной стороны. С другой стороны, вот это количество полиции, количество охраны, которое было на улицах, давало ощущение безопасности. То есть я, как турист, чувствовала себя очень комфортно и безопасно. Мне казалось, что бы со мной ни случилось в какой-нибудь подворотне, где-нибудь через 50 метров будет полиция, у которой я смогу попросить помощи. И поэтому нам не страшно было ходить даже ночью, в темное время суток, и даже по улицам, где было не очень много людей. И последнее, что, наверное, я отметила бы, это то, насколько китайцы дружелюбные и открытые. Мы нигде не столкнулись ни с капелькой хамства, ни с каким-то пренебрежительным отношением. К нам все были очень открыты. Если нам нужно было что-то у кого-то спросить, помощь, совет, еще что-то, все очень охотно реагировали, и было видно, что они искренне хотят помочь. И за счет этого мы тоже не чувствовали никакого дискомфорта и не боялись подойти к любому китайцу, даже несмотря на то, что у нас не было знания китайского, и мы понимали, что первые несколько секунд придется как-то объясняться на пальцах или сразу подходить с переводчиком, но при этом не было никакого страха, волнения, ничего такого, что вызвало бы замешательство, потому что все были максимально дружелюбными. И даже когда мы выезжали из отеля, нам подарили такие сувенирчики. А вот он уже у меня, кстати. Я же могу его показать. Вот такие штучки. Оп. Он делается вот так. Вот, и когда мы выезжали, нам подарили такие штучки, и это тоже было очень мило и очень неожиданно, и очень приятно. И девочка, которая нас выселяла из отеля, она нас проводила прямо до такси, там нельзя было остановиться машине возле отеля, и нужно было дойти до определенной точки. Так вот, она с нами пошла прямо до той точки, стояла, ждала с нами такси, таксист, заблудился и наматывал круги, она с ним пыталась как-то поговорить, объяснить ему, где мы стоим, в общем, была максимально отзывчива и дружелюбна. И на этой приятной ноте я закончу. Мне безумно понравилась эта наша поездка в Китай, и я уверена, что я теперь в Китай съезжу еще не один раз, потому что мне очень хочется открыть для себя новые города, новые места, новую еду, возможно, все-таки попробовать настоящих китайских сладостей, которые будут сладкими. В общем, впечатления у меня остались исключительно положительные. Так что Китай я очень рекомендую, как минимум Пекин, потому что я была только в Пекине, но я не сомневаюсь, что и другие города Китая найдут чем порадовать. Надеюсь, вам было интересно это видео, и вы, возможно, узнали для себя что-то новое. Если у вас есть вопросы, или, может быть, вы тоже были в Китае и хотите что-то рассказать со своей стороны, чем-то поделиться, пишите в комментариях, я с удовольствием это все прочитаю. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!